Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар Доспосунович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан. До назначения являлся первым заместителем начальника Национального университета обороны по учебной работе, начальником учебно-методического управления. Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Армении Суреном Папикяном. Стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющий взаимный интерес. По итогам был подписан план двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Казахстана и Армении на 2024 год. Делегация оборонного ведомства Армении посетила Национальный университет обороны и ознакомилась с учебно-материальной базой военного колледжа имени Шохана Уалиханова в Щучинске. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и министр просвещения Гани Бисимбаев провели рабочую встречу. Рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации содержательного досуга детей и школьников. По итогам встречи стороны решили провести работу по заключению соответствующего меморандума и составлению совместного плана работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Следует отметить, что работа в этом направлении уже ведется. Заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-майор Каныш Абубакиров совершил поездку в западный регион. В гарнизонах Мангыстауской, Актюбинской и Атыровской областей заместитель министра обороны провел ряд встреч с личным составом и проинспектировал введенные в эксплуатацию и строящиеся объекты. Состоялись переговоры с акимами Актюбинской области Асхатом Шахаровым и Мангыстауской Нурланом Ногаевым. Более 1000 морских пехотинцев Актауского гарнизона участвуют в боевых стрельбах. В ходе подготовки по специальности в зимнем периоде обучения военнослужащие изучили тактико-технические характеристики штатного вооружения и военной техники, прошли строевую и огневую подготовку в индивидуальном порядке. В мероприятиях по боевой подготовке задействовано около 50 единиц военной техники. Также артиллеристы гвардейского гарнизона в ходе боевых стрельб оттачивают боевое мастерство на учебном полигоне Матабулак. На занятиях воины-артиллеристы практически осваивают основы ведения современного общевойскового боя, отрабатывают навыки и умения во всех видах боевых действий. Военнослужащие в составе расчетов выполнили практические стрельбы из 152 мм гаубицы М100Б и реактивной системы залпового огня «Прима». Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание взводов. На аэродроме Актубе военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялись первые полеты на чешских самолетах Л-410. До эксплуатации воздушного судна инструкторы прошли трехмесячное обучение в Чешской Республике, получили соответствующие допуски и сертификаты на эксплуатацию этой модели самолета. Старт полетов прошел в торжественной обстановке с построением, докладом о готовности и символическим перерезанием ленточки. Состоялся выпуск сертифицированных парамедиков десантно-штурмовых войск. Военнослужащие немедицинского состава прошли курс обучения навыкам оказания первой неотложной помощи с элементами тактической медицины. Занятия проводились под руководством опытных преподавателей-инструкторов Центра военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан. По окончании курса слушатели проходят компьютерное тестирование и сдают практический экзамен. Им выдаются сертификаты, позволяющие применять полученные навыки не только при прохождении службы, но и при оказании помощи гражданскому населению при чрезвычайных ситуациях. Представители общественного объединения «Атамның аманаты» и областного департамента по делам обороны передали родным погибшего в Латвии солдата Калхая Сармантаева родным внукам Берлику и Сирику Калкаевым медаль за отвагу, личные вещи и горсть земли с его могилы. Калхай Сармантаев погиб за 3 месяца до победы. Его останки были найдены в братской могиле в 2023 году в Латвии во время полевого выезда поискового отряда. Идентифицировать бойца удалось по номеру медали за отвагу. При нем были также его личные вещи – ложка и точило. Специальным военно-транспортным самолетом Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан в город Атрау доставлены останки воина-казахстанца Кисыма Адиева. В торжественной церемонии передачи останков
приняли участие представители Министерства обороны, городского акимата, Департамента по делам обороны и учащиеся специализированной школы лицея-интерната «Сармат». Пропавшего без вести в 1942 году Кисыма Адиева обнаружили поисковики отряда «Феникс» у деревни Батюшково Теменского района Смоленской области. Солдат был найден в том же положении, в каком его настигла пуля врага. В торжественной обстановке останки красноармейца и его личные вещи, каска и медальон были переданы родственникам погибшего воина. Теперь солдат будет перезахоронен с воинскими почестями на родной земле. В Талдыкургане заместитель главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермян Бятов и военнослужащие Житесусского гарнизона поздравили ветерана войны Ысқақа Кусаинова со столетием. С 1942 года служил в дивизии «Зенит» Амурского военно-морского флота. С войны Ысқақ Кусаинов вернулся в 1947 году. Создал семью, с супругой Бакыш Азбековной вырастил 2 дочерей, которые подарили им 9 внуков, 26 правнуков и 3 праправнуков. Столетний юбилей на этой неделе отметила и ветеран войны Анна Котова. Проведать ветерана в день ее рождения пришли представители карагандинских местных органов военного управления и воспитанники детско-юношеского движения «Жас Сарбаз». В 1943 году в возрасте 18 лет из Воронежской области Анна Котова была направлена в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Демобилизовалась Анна Котова лишь через год после долгожданной победы. До самого выхода на заслуженный отдых в 1977 году Анна Никаноровна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровки. Приняв поздравления, она поблагодарила гостей за внимание и теплые слова. В столичном военном колледже имени Героя Советского Союза Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагомедова состоялась встреча с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржоном Исмаиловым и с продолжателем традиций казахских батыров, членом Ассамблеи народа Казахстана Сергеем Цирульниковым. Мотивационные встречи со школьниками, студентами, сельской молодежью ассамблеисты проводят на регулярной основе. Их деятельность направлена на военно-патриотическое воспитание юного поколения, укрепление единства народа Казахстана, развитие массового спорта, помощь сельским школам и благотворительность. В оборонном ведомстве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 21-летию образования отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны Республики Казахстан. Подразделение было создано директивой министра обороны 22 января 2003 года, когда было введено в эксплуатацию административное здание оборонного ведомства. О высоком профессиональном мастерстве военнослужащих подразделения свидетельствует их результативное участие в учениях разного уровня, в армейских международных играх и военно-тактических соревнованиях вооруженных сил. В столичной бригаде прошел турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок командира войсковой части 68-665. В состязаниях приняли участие 150 военнослужащих, среди них солдаты срочной службы, военнослужащие по контракту и офицеры, состязавшиеся в 8 весовых категориях. По итогам двухдневных состязаний чемпионом среди офицеров и военнослужащих по контракту стала команда разведчиков столичной бригады. Среди солдат срочной службы – команда штурмового батальона. Командой-чемпионы стали обладателями переходящего кубка командира бригады. Победители и призеры турнира награждены медалями и грамотами. Лучшие воины и спортсмены примут участие в турнире на Кубок главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Республики Казахстан.